Как заруинить атаку, подведя всего одну осадную башню? Почему в защите выгодно сломать стену своей же крепости? Привет, с тобой Лорд Говард, и сегодня я расскажу тебе о до сих пор неочевидных тактических маневрах, с которыми вы рискуете столкнуться в очередной осаде. Поехали! Оленья застава. Сперва рассмотрим саму карту. На ней есть две стены, которые можно сломать, используя пушки. Также карта славится тем, что на ней много лонгов, что открывает ряд возможностей для маневров любителей парнокопытных наездников. На этом моменте я подсветил лонги, на которых с вероятностью в 80% вы можете ожидать ту или иную чарджевую засаду. На карте всего две точки, точка А и палатка. Сторона атаки имеет три осадные башни, две точки, на которых атака может соорудить бункеры на возвышенности для изнурения дефающей стороны, и три фронтальных наземных прохода. Пушки, которые размещены на осадной стороне по дефолту, могут достреливать до вражеской палатки, а каждая из осаждаемых точек имеет по три фланга, что затрудняет их деф. И вроде бы звучит все так, будто атака в более выигрышной позиции, но не спешите с выводами. Карта трудно простреливается требушетами, имеет много разрушаемых препятствий, затрудняющих маневры, а также все фланги достаточно осязаемы и узкие, что позволяет защите перетягивать свои войска и держать натиск немногочисленными бункерами. На мой взгляд, в дефе на всех картах тактика примерно исходит от однотипных действий, поэтому буду говорить в большей мере о атаке, а защита, имея в виду эти нюансы, может их использовать в своих целях. И тут сделаю акцент на вариантах действий. Первое. Если вы решаете атаковать точку А, используя возвышенности, то лучше производить такие мувы с левой части, так как с правой обзор на бункеры врага будет скрыт ближестоящим зданием. Конечно, это действует и в обратную сторону, поэтому лучше обзавестись какой-нибудь коробкой. Второе. Если вы решаете производить атаку через плюс, то лучшим решением в осаде будет захват более дальнего, поскольку он простреливается требушетом, лонг кроется дефолтными пушками, защищая чарджи врага, да и чтобы его задефать, обороне придется стянуться на более дальнее расстояние от точки А. И тут мы плавно подходим к главному фейлу со стороны атаки, а именно самая правая осадная башня. Чтобы забраться на козырек стены, практически в одну точку ведется целых две осадные башни. Многовато, не находите? Да еще и не для самой выгодной позиции обстрела, как говорил ранее. При этом, если вы решаете разбить стену, башня закрывает обзор для прострела с пушек, что нивелирует одно из преимуществ данного прорыва. Также она становится ближайшим плацдармом для захода в ваш тыл противникам, если вы базируетесь на стене, ну и закрывает возможность для прикольного байта на чардж. Если вы условно поставите стрелков на место, где должна стоять эта осадка, то натиск вражеской конницы не пройдет в ваш отряд, а ее владелец лишится своего табуна. Да, я понимаю, что в осадах сидят ребята, выполняющие квесты на подведение осадки, что союзники, если они не в пати с вами, это неуправляемая хаотичная масса, но это не отменяет того, что тактически подвести эту башню самая плохая затея. И да, я говорю о осаде. В ГВГ своя экосистема, иногда подобный мув может быть выигрышным, наверное. И добавили Voice недавно в игру. Для русскоязычного комьюнити это, конечно, так себе, но все-таки шанс договориться с командой есть, пусть и крохотный. Третье. Если вы решаете проходить в один из двух плюсов, то стену, которая ведет к другому плюсу, не являющемуся вашей целью, лучше преждевременно не ломать, так как планы могут поменяться. На три фронта атаковать сложнее, за третью проделанную дырку легче забыть и пропустить к себе в спину вражескую конницу, а иногда нетронутую стену могут сломать и сами защитники, чтобы пройти к вам в спину, бывало и такое в практике. Так что лучше сохранять давление с двух позиций, редко когда третья бывает удачной. А вот где лучше задействовать третий фронт, так это на палатке. Помимо двух параллельных на нее выходов, тыл кроется редко, а там и на респаун есть выход, и на вражеский плюс, да и на крайняк просто в тыл зайти можно. Сценариев битвы много, и зависят они только от ваших переменных и фантазии в использовании. Да, конечно, существует масса тактик и мувов, о которых я могу даже не догадываться. Пиши в комменты, как
как вы берете эту карту. Интересно посмотреть на ход мысли других людей. И да, не стоит мои видосы воспринимать как панацею или рецепты на все случаи жизни. Я просто стараюсь говорить о тех вещах, которые сам подмечаю. Ну и перейдем к следующей карте. Укрепленный форт. Аналогичное пастбище для коневодов, занимающее больше процент территории карты, раздолье которого становится доступным после преодоления стены. Имеется 3 осадные башни на стороне атаки, чтобы ее собственно преодолеть, а также разрушаемую стену, открывающую дополнительный проход на точку С в центре пастбища, ну или в тыл точки А на стене. Ну и разрушаемый мост, который является одним из 2 путей на точку Б. Тактики на этой карте очень своеобразны. Будьте уверены, что в пуле игроков будет много коней. И именно это решит, возьмет ли атака верхние позиции карты или отдаст ли защита их с малым сопротивлением для реализации своей конницы. Обычно, кстати, так и бывает, дабы точка хорошо простреливается требушетом и ее сдают. Но центром моего внимания будет точка Б. Она является вторым флангом на стене, что не очень удобно для защиты. Поэтому в начале боя, пока атакующие стараются занять осадные сооружения, защита выставляет пушки и ломает мост, чтобы отрезать врага, акцентируя его внимание на точке А. Если хватает сопротивления и удается отсечь мост, не допустив лапы врага до точки Б, то одним из самых глупых решений со стороны атаки будет сломать стену. Объясню. Если защита в данном сценарии уступает точку А, то по стене атакующие без проблем могут занять точку Б, потом выстроить бункер на порожках и теснить защитников на точке С с дополнительного левого фланга, нивелируя коней при этом. Но если стена будет сломана, то без моста на точку Б можно будет попасть только через эти же порожки. А тут вас может переехать поджидающая конница защиты. Поэтому в данном случае пытаются на точку пробраться героями, чтобы не терять отряд. Отряды в это время стоят в АФК, а даже один дефующий герой на точке Б с отрядом может продержать ее достаточно долго. Это сильно скажется, если ваш натиск на точку С будет продолжительным и вам потребуется дополнительное время. Поэтому иногда вы можете видеть, как прошаренные защитники сами ломают эту стену. В других вариантах события ломать ее за защиту, если точка Б уже потеряна или хотя бы цел мост на нее, будет бесполезно. А также, если обрушить стену на любой карте, то свалившиеся отряды погибнут. Если сломать мост, когда по нему будут идти юниты и герои, они отправятся к Аиду. Ну или куда там жрецы пивного храма попадают после нока. Ну и для тех, кто досмотрел до конца, еще не в курсе, рачники, это новый синий отряд из сезона Александр, дамажит по осадкам, пушкам, воротам и стенам. Правда, индикатор стены можно увидеть только исходящим от вас уроном. Урон отряда не подсветит ее состояние, но можете юзать, дабы ускорить демонтацию. Скорость урона можете видеть на экране, но тут и так понятно, что юзать их с этой целью без поддержки пушек или еще хотя бы 5 отрядов прачников такая себе затея. На этом, думаю, закончить данный ролик. Понимаю, тема спорная, скорее из разряда подмечалочек, нежели каких-то гайдов, но если вам зайдет, могу запустить целую серию отдельных выпусков, поэтому дайте знать лайками и комментами. Кстати, я хочу еще запилить пилотный выпуск по прожарке боев. Свои бои прожаривать, такое себе, больше походит на прогрессирующую шизофрению, но если вы снимаете свои бои и вам попадутся рофельные моменты и вы желаете, чтобы они попали на рассмотр моего канала, можете прислать их в мой Discord сервер. Он совсем новенький, народа там пока нет особо, но будем развивать, может и какие ивенты в знак благодарности вам запилю. Там же можете давать обратную связь по контенту и свои предложения. Ссылка в описании. Нет, я не буду просить тебя подписаться в данном ролике, а хочу поблагодарить всех тех, кто уже подписан на мой канал. Ребята, если бы я не встретил такой поддержки от вас, скорее всего на моем первом видосе все бы и закончилось. Очень рад, что мне есть для кого стараться. Отдельное спасибо Валморту, кто еще не знает, он проводит крутые стримы по КБ, да и вообще местная знаменитость. А также можете посетить канал Камикадзе ТВ, он больше в разговорном жанре пишет. Ссылки на каналы ребят тоже в описании закрепил. С вами был Лорд Говард. Удачных вам мувов, покеда!